Всем привет! Вы на канале SuperKit. Порой люди, которые выбрали SSD M2 с интерфейсом подключения PCI-Express, сталкиваются не только со сложностью установки его загрузочным на старой системной плате, BIOS которой не знает, что такое NVMe, а и постигают разочарование от несовпадения заявленных скоростей с реальными. Наверняка многие начинают грешить на переходник, мол, это именно он режет скорость. Но почему на самом деле такое может происходить? Естественно, одна из причин – это если установить SSD в слот PCI-Express X1, тесты которого я производил в одном из недавних видео. Но если все же рассматривать полноценный разъем PCI-Express X4 или вообще PCI-Express X16. Как ни странно, но дело может быть именно в этих слотах. Видя характеристику в количестве линий PCI-Express, нужно понимать, что это не окончательная составляющая в характеристиках, потому что эти слоты бывают разных поколений, естественно отличаясь пропускной способностью. Что-то типа SATA 2 и SATA 3. Казалось бы, на дворе 2020 год, уже даже версия PCI-Express 4.0 была разработана еще в 2017 году, которая с лихвой покрывает возможности обсуждаемых SSD M2 NVMe, а 3.0 вообще в 2010 году. Про какие 2.0 можно вести речь в таком случае, тем более что 2.0 вообще из 2007 года. Но на практике все немного сложнее. Для того, чтобы устройство работало на нужной ревизии, необходимо, чтобы все звенья цепочки, которые организуют эту работу, были с нужной ревизией. Причем не только с ревизией, а и с количеством линий PCI-Express. А конкретно само устройство, которое подключаете, в данном случае SSD, системная плата и процессор. Так материнки с поддержкой ревизии PCI-Express 4.0 только появляются в продаже вообще, несмотря на срок разработки этого поколения в уже кажущемся таком далеком 2017 году. С поддержкой 3.0 современные платы, а именно с AM4 у AMD и с 1151 у Intel, уже все материнки поддерживают такую ревизию. У Intel второе поколение, а это сокет 1155, не поддерживает никакое из звеньев, ни процы, ни материнки. А вот, например, даже процессоры на сокете 1150 не все поддерживают ревизию 3.0. Как минимум Celeron не поддерживал. Я уже не говорю про системные платы на этой платформе, там каждая вторая не поддерживала. Материнки с сокетом AM3+, под те самые FX, и вовсе не поддерживают ревизию 3.0. Про еще более ранние платформы AMD даже не вспоминаю. То есть, как вы поняли, на руках у населения вполне приличный процент как процов, так и материнок, которые не поддерживают ревизии 3.0. Все это и приводит к гораздо меньшим скоростям работы M2 SSD накопителей с интерфейсом подключения PCI-Express. И тут возникает вполне резонный вопрос. Насколько же влияет эта ревизия на скорость? Если обратиться к теории и посмотреть в таблицу, то можно увидеть пропускную способность слотов разного набора линий и ревизий. Предлагаю остановиться на слоте PCI-Express X4. Почему именно на нем, а не на X16? Да потому что тот самый SSD M2 NVMe, про скорость которого я и завел речь в начале видео, работает именно в этом стандарте. Даже если вы его поставите через переходник в слот PCI-Express X16. Эти SSD имеют в своем большинстве ревизию 3.0 и готовы давать скорость 3000 с плюсом мегабайт в секунду. И вот тут-то и видно, что нужный для этого слот в системной плате, у которого ревизия 2.0, имеет пропускную способность лишь 2 гигабайта в секунду. То есть, даже если все идеализировать, становится понятно, почему SSD в таком слоте никак не покажет скорость 3 гигабайта в секунду и выше. И это при том, что это теоретический порог. А как вы понимаете, теория идеализирована. На практике же такие значения будут еще ниже. Именно к практике я предлагаю перейти в следующей части видео. Для этого, уже имея такой переходник для SSD, который неоднократно участвовал в моих видео, я приобрел еще один переходник, который, к слову, имеет в комплекте низкопрофильную планку для возможности установки в низкопрофильные корпуса. Таким образом, я хочу еще и посмотреть, насколько сам переходник может влиять на скорость. А подключать это все я буду в два своих компа. У одного есть поддержка ревизии 3.0, а у другого, который был на обновлении в последнем видео, слот PCI-Express работает только в ревизии 2.0. В идеале, конечно же, чтобы это был один комп,
Но я не знаю таких материнок, у которых даже при наличии нескольких слотов PCI-Express X16 они работали бы в разных ревизиях. Поэтому разные компы. Но с другой стороны, мне всего-то нужно измерить скорость работы SSD. Я же не буду измерять скорость работы системы и программ при этих SSD. В качестве накопителя будет Samsung PM981 на 256 ГБ. В отдельном видео, кому интересно, можете посмотреть подробный тест данного твердотельника. Скажу лишь, что заявлено у него 3000 МБ в секунду на чтение и 1300 МБ в секунду на запись. Первым в тесте будет уже бывалый переходник. В отдельном видео, в котором я всячески и тестировал M2 NVMe Samsung, был именно он. Тесты буду делать в 3 программах. HDTune на скорость чтения, и сразу можно видеть скорость около 2800 МБ в секунду. Следующей программой будет Crystal Disk Mark. Здесь показатели на чтение ниже, возможно из-за другого алгоритма теста. Ну а запись близка к заявленному максимуму, даже превышая его. Последней программой будет программа от Samsung для своих SSD. В них сразу можно удостовериться, что версия PCI-Express 3.0. А скорости чтения и записи в результате теста здесь вообще прилично выше теоретических. Не знаю почему так, то ли алгоритм теста особый какой-то, то ли Samsung просто докидывает своим диском, улучшая результаты, но тем не менее маємо те, що маємо. Переставляю SSD во второй переходник, устанавливаю в комп и далее все те же самые тесты повторяю вновь. В HDTune скорость чуть ниже, а в Crystal Disk Mark наоборот чуть выше. В программе от Samsung снова можно удостовериться в ревизии слота PCI-Express. А скорости такие же, как и ранее, отличаются лишь на пару десятков мегабайт в секунду, что на таких значениях не что иное, как погрешность теста. В очередной раз можно убедиться, что скорость от переходника не зависит, что разница больше в месте поверхности, в котором программы делают тест SSD. Именно поэтому даже через один и тот же переходник и на одном и том же накопителе у вас не будет идеально одинаковых тестов, что в том числе подтверждает в HDTune шероховатый график скорости. Тем временем я подхожу к тому, что нужно установить переходник в свой другой комп, у которого слот PCI-Express работает в ревизии 2.0, и поэтому снимаю планку для крепления, так как корпус этого компа низкопрофильный и даже на пару минут для теста с этой планкой я просто не смогу вставить туда этот переходник. Но заверяю, что это точно не повлияет на скоростные возможности. Итак, все установлено и настроено. Переходники и программы в таком же порядке. HDTune показывает скорость чтения около 1250 МБ в секунду. И теперь у купившего такой SSD, который используется во второй ревизии PCI-Express, полнейшее недоумение и вопиющие интонации вопрос: где мои 3000 МБ в секунду? А нет их и в Crystal Disk Mark, что вполне прогнозируемо. В программе Samsung видно подтверждение ревизии, которая здесь 2.0. Значения скорости уже по традиции здесь самые максимальные из всех программ, но они не достигают и теоретических 2 ГБ в секунду. Хотя, как было видно ранее, SSD очень даже умеет работать на скорости даже большей. Так потому, что, как я и говорил в самом начале, теория это одно, а практика совсем другое. Теперь второй переходник. Он хоть и обладает в комплектации планкой для низкопрофильных корпусов, ставить я ее также не буду, так как для теста она мне не нужна, а оставлять в этом компе свой NVMe SSD я не собираюсь.
Здесь во всех программах можно видеть, что в отличие от случая с тестами в ревизии 3.0, скорость работы SSD в ревизии 2.0 наоборот, чуть ниже в работе через второй переходник, что в очередной раз доказывает немного плавающие возможности скорости самого твердотельника. Но это все не принципиально и не влияет на суть происходящего. Такие тесты получились, они показали реальность. Надеюсь, для кого-то объяснили, почему SSD, способный работать на скорости 3 ГБ в секунду, не достигает даже 2 ГБ в секунду. И эти пользователи не будут винить в этом твердотельный накопитель, а углубятся в изучение характеристик своей системной платы. А может и задумаются про новую материнку. Что касается переходников, то несмотря на разное исполнение, их влияние на скорость работы диска отсутствует. Им просто нечем влиять на эту скорость, так как они не обладают никакими микросхемами, которые выполняют транзитную роль для передачи данных, а являются лишь парой разъемов, соединенных дорожками. Оба имеют индикацию работы, оба могут крепиться к корпусу. Сейчас уже продают SSD M2 NVMe, у которых используется ревизия 4.0. Для таких устройств системная плата с ревизией 3.0 будет замедлять возможности так же, как в показанном сравнении ревизии 3.0 и 2.0. Стоят такие SSD дороже, что вполне естественно, системные платы тоже дороже, но еще и надо поискать. Насколько оправданно покупать такое оборудование для достижения каких-либо скоростей, как всегда определяет лишь толщина кармана покупателя и его личная заинтересованность в такой покупке. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!